Всем привет, меня зовут Каролина, я преподаватель робототехники в Cyber Science. И сегодня я хочу рассказать, с какими электронными компонентами работают наши обучающихся на занятиях. У нас есть вот такая вот коробочка, которая выдается каждому нашему ученику. И давайте посмотрим, что же у нас есть в этой коробке. Первое, что мне попадается в руки, это инструкция. Тут мы можем найти схемы, код к каждой схеме, чтобы просто попробовать и изучить базовые функции Arduino IDE. Дальше у меня идет плата Arduino Uno. К ней мы можем подключать различные электронные компоненты, например, чтобы запрограммировать датчик на обработку информации, или чтобы у нас мигал светодиод, или пищалка издавала звук. Сервопривод. Очень часто мы его используем для того, чтобы сделать робота-манипулятора для захвата каких-либо предметов. Резисторы. Резисторы помогают нам защитить наши светодиоды от перенапряжения. Собственно, сами светодиоды. Тут у меня есть RGB светодиод, который может менять цвет в зависимости от программы, которую мы напишем. И вот такие вот обычные светодиоды 3 цветов. Моторчик, который мы можем установить на нашего колесного робота. Провода папа и папа. Зуммер, или, как я его называю, пищалка. С помощью него можно издавать различные звуки и даже написать свою музыку электронную. Кнопки. Диоды. Фоторезистор, который мы используем с ребятами для создания ночника, чтобы свет выключался в ночное время, например, и включался в дневное, ну или наоборот. ЖК-экранчик или дисплей. Мои ученики его очень любят, потому что на нем можно выводить различные сообщения. Транзистор. К нему мы обычно подключаем мотор, чтобы Arduino Uno не сгорело. Потенциометр. С помощью него можно управлять яркостью светодиода, либо скоростью вращения мотора. USB-провод для подключения Arduino к компьютеру или к ноутбуку. И последнее — это макетная плата. Сюда мы устанавливаем электронные компоненты и соединяем их друг с другом с помощью проводов. Ну а сейчас я предлагаю собрать нам первый проект из нашей книги. Этот проект называется «Мигающий светодиод». Суть этого проекта — подключить светодиод к Arduino и написать программу, чтобы наш светодиод, собственно, замигал. Для этого проекта мне понадобится сама Arduino Uno, провод для подключения Arduino к компьютеру, провода папа и папа, резистор и светодиод. Сначала устанавливаю макетку светодиод. Нужно запомнить, где у светодиода длинная ножка и короткая ножка. Короткая ножка подключается к минусу Arduino Uno, а длинная ножка к плюсу. Устанавливаем макетку светодиод. Теперь соединяем светодиод с резистором. Он нужен для того, чтобы наш светодиод не сгорел от чрезмерного тока, который пойдет от Arduino Uno. Ну а теперь осталось светодиод соединить с платой. Синим проводом соединяю короткую ножку с минусом Arduino. Минус на Arduino — это у нас GND. А плюс соединяю с цифровым пином. У меня это будет второй цифровой пин. Все, теперь подключаем Arduino Uno к компьютеру и будем ее программировать. Соединяем Arduino Uno с компьютером, чтобы ее запрограммировать на мигание светодиода. Итак, на Arduino Uno у нас загорелись светодиоды, это значит, она получает питание от компьютера. Ну, а теперь будем писать код. Я убираю комментарии, потому что они мне не понадобятся. Условно, программу для Arduino можно разделить на 2 части. Первая часть — это void setup, и вторая часть — void loop. Void setup, как правило, записываются команды для настройки, а void loop мы уже пишем основную часть нашего кода.
В разделе Void Setup я пишу команду pinMod. С помощью команды pinMod мы настраиваем режим работы пина. Пин может либо выдавать электричество, либо получать. Так как у меня светодиод, то электричество я буду подавать с Arduino на светодиод. Поэтому пишу номер пина и режим Output. С настройкой мы завершили. Теперь давайте сначала просто включим наш светодиод. Для этого я использую команду digitalWrite. Команда digitalWrite подает электричество на компонент. Она может подавать только два вида, либо 0 вольт, либо 5 вольт. Ну, естественно, чтобы включить светодиод, мне нужно подать на него 5 вольт, поэтому я пишу 1. Загружаем нашу программу на Arduino. И светодиод у меня сейчас просто загорелся. А теперь дополню эту программу так, чтобы светодиод у нас замигал. Добавляется у нас еще команда delay. Она нужна для того, чтобы задать время для какого-то действия. То есть сейчас я написала включить светодиод на 1 секунду. А тут пишем 1000, потому что в команде delay задается время в миллисекундах. А в 1 миллисекунде 1000... прошу прощения, в 1 секунде у нас 1000 миллисекунд. Теперь нам нужно выключить светодиод также на 1 секунду. Использую команду digitalWrite. Пишу 2 и 0. То есть я подаю на светодиод 0 вольт. И опять используем команду delay. То есть что у меня сейчас будет происходить? У меня будет включаться светодиод на 1 секунду и выключаться светодиод также на 1 секунду. И эти действия у меня будут повторяться по кругу. Ну и вот, собственно, светодиод наш замигал. Время можно изменить, например, поставить не 1 секунду, а 2 секунды. Это у нас будет 2000 миллисекунд. И тогда светодиод будет мигать чуть медленнее. Можно сделать мигание светодиода вообще в полсекунды. Это у нас будет 500 миллисекунд. И светодиод тогда будет мигать быстрее. Ну, а можно поэкспериментировать и даже написать 10 миллисекунд. Тогда светодиод будет мигать очень быстро, что, наверное, мы даже этого почти не заметим. Да, то есть сейчас светодиод у меня для глаза как будто бы постоянно горит. Но на самом деле он мигает, просто это происходит очень быстро, что мы этого не замечаем. Ну, а теперь мы соберем следующий проект, опять-таки, из нашей книги. Это проект светофор. Для него нам понадобится макетная плата, также Arduino Uno, USB-провод, провода папы и папы, 3 светодиода, красный, желтый, зеленый, и 3 резистора. Начнем с установки светодиодов. Красный светодиод, потом желтый и зеленый. Все как в настоящем светофоре. Теперь каждому резистору мы присоединяем, прошу прощения, каждому светодиоду мы добавляем резистор, чтобы светодиоды у нас не сгорели. Соединяю я с длинной ножкой. Теперь мы должны все минусы наших светодиодов собрать, грубо говоря, в одном месте. Я это делаю на минусовой шине питания на макетке. Потом общий минус мы подключим к пину GND на Arduino Uno. Соединяем наши светодиоды с платой. Общий минус я соединяю с GND,
а каждый плюс светодиодов по отдельности я соединяю с цифровыми пинами на Arduino. Красный светодиод соединяю с третьим пином, желтый с четвертым, зеленый с пятым. Итак, подключили Arduino к компьютеру. Светодиоды замигали, значит, все в порядке, Arduino у нас работает. Опять-таки удаляю комментарии и начинаем творить. В процедуре Setup мы пишем 3 пин-мода, чтобы настроить 3 наших цифровых пина. Как я уже сказала, мы подключали светодиоды к 3, 4 и 5 цифровому пину, поэтому пишем 3 output, 4 output и, соответственно, 5 output, потому что на все светодиоды мы будем выдавать напряжение. Чтобы было быстрее, я написала один раз пин-мод, скопировала его и просто меняю номера пинов. Теперь мы напишем алгоритм работы для нашего светофора. Алгоритмы бывают разные, мы сейчас реализуем простой из них. То есть просто по очереди включим каждый из светодиодов. Сначала нам нужно включить красный светодиод. Для этого используем также команду digital_write. В скобках пишем 3-й цифровой пин, потому что у нас к нему подключен красный светодиод. И пишем единичку, чтобы его включить. Давайте загрузим эту программу и проверим. Да, у нас включился красный светодиод. Дадим ему погореть секунду, потом выключим и включим сразу желтый светодиод. Опять-таки, чтобы было быстрее, копирую и вставляю команды. Так. Копируем digital_write и вставляем его под delay. Только единичку меняем на 0, чтобы подать на красный светодиод 0 вольт, чтобы он выключился. И включаем желтый светодиод. Опять вставляю команду digital_write. 3 меняю на 4, потому что желтый светодиод у меня подключен к 4-му цифровому пину. Единичку оставляем. Итак, включается красный светодиод, проходит секунда, и включается желтый светодиод. Но что-то тут не то. Красный светодиод должен быть выключен, когда работает у нас желтый светодиод. Добавляем еще одну команду delay. То есть мы должны дать время желтому светодиоду погореть. Без красного. Так. Загружаем нашу программу. Проверяем. Загорелся красный, выключился, включился желтый. И желтый у нас постоянно горит. Почему? Потому что мы его нигде не выключаем. То есть добавляем еще команду для выключения желтого светодиода. Загружаем нашу программу на Arduino. У нас сначала включается красный, потом желтый, ну и так по кругу. Теперь остается только включать и выключать зеленый светодиод. То есть после желтого, вернее после его выключения, нам нужно добавить включение зеленого светодиода. Вместо 4 пишем 5, потому что зеленый светодиод у нас подключен к 5-му цифровому пину. Единичку оставляем, потому что зеленый светодиод нужно включить. Даем ему время для того, чтобы у нас погорел. Та же будет 1 секунда.
Потом его выключим. И давайте загрузим нашу программу на Arduino. Сначала включается красный, потом желтый, потом зеленый, потом опять красный и так далее. То есть сейчас мы сделали самый простой алгоритм для работы нашего светофора. При желании этот алгоритм можно усложнить. Например, сделать его более реалистичным. То есть, когда у нас горит красный, у нас должен загораться вместе с ним и желтый через какое-то время. Если вы хотите попробовать себя в робототехнике, собирать и программировать вот такие и более сложные электронные устройства, приходите к нам на наш курс по робототехнике, ставьте лайки, подписывайтесь, следите за нашими новостями.